Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. На всех фото стараются быть как можно ближе друг к другу. Что это, если не поведение типичных парочек? Девятое место. Пропал Чонгук. Аж выпрямился и стал кивать в такт с Тэхёном. Тэхён — единственный, кому Чонгук сказал: «Ты далеко за пределами моего воображения». Он самый красивый мужчина, которого я когда-либо видел. Мое безопасное место. Номер 1. Я уже знаю, насколько ты драгоценен. Мне нравится твоя невинность. Просто посмотри на меня. Восьмое место. Совпадение или нет? То, как Тэхён всегда оборачивается, чтобы посмотреть на Чонгука. Это не просто так. Не трогайте их. Они в своем уютном маленьком мирке. Седьмое место. Только Чонгук может заставить Тэхёна так закатывать глаза. Шестое место. Поведение пары. Они не видели друг друга всего несколько часов. Эти прикосновения. Срочный вопрос: почему у Чонгука сердечки вместо глаз? Пятое место. Его широкая улыбка, когда он увидел фотографию Тэхёна в разговоре. Просто позвольте ему посмотреть на Тэхёна, не мешайте ему. Четвертое место. Забота.
Не только Тэхён успокаивает Чангука прикосновениями, когда тот нервничает. Не переживай, Чангук, Тэхён обо всем позаботится. Третье место. Новости. Брат Чангука выложил Инстаграм-историю, где слышны голос и смех Чангука. Они играют в игру Catch Mind. 구름을 왜 넣어? 이것도 다 힌트예요. 아, 전당시. Чангук был выбран самым красивым мужчиной Кореи 2024 года по версии Netizens Report. Реакция Чангука просто такая милая. Standing Next to You достигла 700 миллионов прослушиваний на споте, став самой быстрой песней поп-солиста, достигшей такого рубежа. То, как он отреагировал на движение камеры. Малыш такой. Скоро эдиты не сможем отличить от настоящих фото. Я хочу на эту вечеринку. Хайджинра, корейская компания по производству алкогольных напитков, провела церемонию вручения стипендии для местных студентов во Вьетнаме. И одна студентка, получившая стипендию, в своей вступительной речи упомянула, что она фанатка Тэхёна. «Я выучила корейский через корейские драмы, такие как «Потомки солнца» и «Искушение жены». Я также фанат Тэхёна. Спасибо, что предоставили мне эту бесценную стипендию. Я хотела поехать в Корею и рада, что получила стипендию. Моя мечта – в будущем работать переводчиком». Пользуясь случаем, напоминаю, какой шикарный парень у Чангука. Пока суд рассматривает жалобы на целовальщиц Джина, некоторые уже начинают их оправдывать. В новостях в МН пишут: «Я не защищаю фанатов, но они так долго ждали, думаю, это снесло им головы». Поэтому обниматься было плохой идеей. Плохо ли то, что Джин предложил устроить вечеринку с объятиями? Очевидно, да. О чем мечтает Чангук?
Money Today упомянул Тэхёна и Джису в новостной статье, представляющей генерального директора On Vacation, который основал индивидуальную платформу бронирования отелей, которая знакомит с поездками в роскошные отели. Тэхён останавливался в отеле The Peninsula, когда он отправился на неделю моды Селин в Париже. Его фотографии и видео в отеле вызвали большой всплеск в социальных сетях. Самое интересное, как всегда, на заднем плане. Нейва пишет: Friends сияет, занимая первое место в японском опросе популярности Tokyo FM в течение 13 недель подряд. Friends продолжает набирать популярность в Японии с момента своего запуска 15 марта и дебюта на втором месте в японском Oricon Daily Single Digital Chart. 4 трека, включая ремикс и инструментальное звучание, вошли в топ-10 списка. Песня также заняла первое место в чарте Top 100 Japan. Friends занимает первое место в опросе популярности Tokyo FM после Wherever You're, в котором появился Тэхён, что показывает, что Тэхён также обладает огромной музыкальной мощью в Японии. Wherever You're был выбран в качестве первого сезона K-Star Chart Tokyo FM в 2024 году, с января по март. Wherever You're дебютировала на первом месте в Oricon Daily Single Digital Chart в день своего выпуска. В недельном графике с 27 декабря 2023 года по 2 января 2024 года она заняла второе место с рекордом всего в 4 дня. Сольный альбом Тэхёна Лэйова, выпущенный в прошлом году, занял 16 место в альбом-рейтинге Annual Ranking 2023 Oricon of Japan. Это самый ее высокий рейтинг для сольного певца K-pop. Это закадровый момент, который никого не оставит равнодушным. Когда участники закончили выступление и уходили, Чангук опередил всех участников и взял Тэхёна за руку. Чангук мог просто пройти или остаться позади, как и остальные участники, но он решил по-другому – обозначить границу менеджеру и идти рядом с любимым человеком, взявшись за руку. Такие незначительные факты говорят о многом. Лафёй упомянула Тэхёна в своем недавнем интервью для Вкория. За последние 2 года у меня было много возможностей общаться с артистами кей-поп через социальные сети. Среди них первым, кто мной заинтересовался, был Тэхён. Он очень любит джаз, и я люблю джаз, поэтому мы много говорили о джазе и о той музыке, которая нам обоим нравилась. Тэхён действительно преуспевает в том, что все, связанное с ним, становится трендом и достопримечательностью для туристов. Он действительно доказал свою силу. Корейские еще раз подчеркнули влияние Чангука. Эван Уильямс занял первое место в рейтинге продаж Shinsegae L&B благодаря эффекту Чангука, и его даже называли виски Чангука.
По данным Shinsegae LEB, Эван Уильямс стал брендом номер 1 по продажам в прошлом году, при этом продажи выросли на 144% по сравнению с предыдущим годом. Представитель Shinsegae LEB сказал: «Я считаю это значимым, поскольку в прошлом году у него были лучшие продажи из 1600 наименований». Эван Уильямс стал горячей темой, когда Чангук рекомендовал его. В прошлом году на прямой трансляции в Эвос Чангук представил фанатам Эвана Уильямса как виски, который хорошо пить с коктейлем. Кто-то готовил этот коктейль по рецепту Чангука. Делитесь впечатлениями. Однажды Тэхёна заметили в метро. Как обычный пассажир, он использовал транспортную карту и прокатился в вагоне метро. Фанатам, узнавшим его, он просто помахал рукой и поприветствовал. Все эти элитные актеры увлекаются музыкой Чангука. Пока Тэхён усердно служит и является официальным лицом 5 брендов, он еще и рекламирует свое любимое вино в магазине Новой Зеландии и украшает отдел с браслетами Леклея. Так близко. А представьте, если бы они серьезно тогда сидели настолько близко. Я бы перестал существовать, а они не смогли бы сдержаться. Чтобы отпраздновать первую годовщину выпуска Seven, фанаты проведут красивое мероприятие в кафе Spring Flower Cafe The Hype в Сеуле. В качестве специального бонуса они дарят золотые духи, подобные тем, которые Чангук подарил фанатам. Самый красивый даже в плохом качестве. Чангук в те дни, простывший, записывался на студии, репетировал с Юнге, бегал по делам и успевал выходить в прямые эфиры, чтобы поболтать с нами. Золотой умничка, как же я скучаю. Малыши Дахун и Кёнмин из ТУС выбрали Чангука как старшего артиста, за которым они хотят следовать. Дахун сказал: «Чангук – Санбэним из BTS. Я восхищаюсь его страстной натурой и его разносторонней личностью». Кёнмин сказал: «Я очень уважаю Чангука. Я использую множество его вещей в качестве эталонов для своего вокала». До этого они снимали реакцию на Friends Тэхёна. Я в шоке с такого Чангука. По мере службы Тэхёна в армии он становится только популярнее, привлекая внимание к себе, особенно среди мужчин.
Говорят, что он очень красивый, даже красивее Чан Дангона молодости, а он типа эталон мужика в Корее, что похож на актера, просит, чтобы он перестал тренироваться и хотят сходить в Compose кофе. А ведь на том эфире мы все и подохли. Теория о том, что Чонгук является реинкарнацией принцессы Дианы, дошла до Куртиса Коннора, известного YouTube-блогера. Там уже почти 1 миллион просмотров. Это больше не просто фандомная шутка. Что происходит? Чонгук так вкусно кушает, теперь мне тоже хочется. Хасок приобрел пентхаус в жилом комплексе Эйфер Ханганг в Йонсоне, Сеул. Квартира представляет собой двухэтажное строение. Пентхаус был куплен Хасоком за наличные еще в 2020 году, однако передача прав собственности завершилась недавно, 10 июня 2024 года. Стоимость квартиры оценивается в 12 миллиардов вон. Комплекс Эйфер Ханганг расположен рядом с семейным парком Йонсон. Жилой городок состоит из 26 квартир, расположенных на 10 надземных и 5 цокольных этажах. Жильцам предоставляются частные услуги премиум-класса, включая лимузин-сервис, уборку дома и услуги консьержа. Известно, что в этом таунхаусе также приобрели квартиры многие знаменитости, в том числе актеры Кон Ю, Ким Гоэн, Хан Хёджу и футболист Ким Ки-хи. Ранее Хасоком были куплены 2 роскошные квартиры в комплексе апартаментов класса люкс Forest Trimage в районе Сандон, Сеул. Столько времени прошло, а мы с вами все так же слабы перед ними. Эта статья сейчас активно обсуждается. BTS попали под перекрестный огонь, армия защищают группу от ненависти кей-поп-фанатов, вызванной выпуском группы музыки во время службы в армии. Уникально, что BTS, всемирно признанная сенсация ВК-РОР, продолжают доминировать на музыкальной сцене, несмотря на то, что 6 из 7 участников сейчас проходят обязательную военную службу в Южной Корее. Влияние группы остается очевидным после того, как несколько участников выпустили сольные проекты, нашедшие широкую поддержку и у их лояльной фан-базы. Намджун, Хасок и Тэхён находятся среди тех, кто поддерживает дух BTS своими индивидуальными музыкальными проектами. Альбом Намджуна «Right Place», «Wrong Person», альбом Хасока «Hope on the Street» и пронзительная песня Тэхёна «Friends» нашли отклик у слушателей по всему миру. Эти релизы не только поддержали деятельность BTS, но также вызвали энтузиазм среди армии, преданных поклонников BTS. Однако, посреди восхваления их музыки возникла и критика относительно продолжающегося успеха BTS в чартах. Некоторые нетизены выразили мнение, что другие крор-группы остаются в тени, утверждая, что у них нет возможности получить достаточное внимание из-за того, что участники BTS продолжают лидировать в чартах, даже удаленно. Подождите! Мои любимцы вообще-то тоже могли сделать предзапись, если бы хотели. Так почему этот фандом довел до того, что была подана жалоба на Ти? Пи, который заранее записал Flower Road, АЭС удалили предзаписанный контент Бэкхёна для ИТ, чтобы защитить айдола. Фанаты незамедлительно встали на сторону BTS, подчеркнув существенный нюанс в регулировании индустрии кей-поп. Они так завидуют и злятся из-за того, что BTS продолжают выпускать музыку.
даже находясь на военной службе, потому что кей-поперы не могут принять тот факт, что музыканты могут выпустить музыку, созданную до призыва, находясь в армии, а правительство не получит от этого денег. Айдолам разрешено выпускать музыку в период военной службы, если материалы записаны до призыва. Кей-поперы только притворяются, что не понимают, как BTS могут выпускать предзаписанную музыку, находясь в армии. Им просто больно от того, насколько сейчас очевидно, что другие айдолы просто не хотели сделать то же самое и не вкладывали в свою работу столько усилий, сколько всегда вкладывали BTS. Эти разъяснения сделаны с целью отвлечь критику от BTS и направить ее на агентства, которые, возможно, не подготовились должным образом к перерыву своих артистов из-за военной службы. Это человек, которого научили, что успех одних всегда препятствует успеху других, и они, вероятно, чувствуют вину и заставляют себя сдерживаться ради других. Это довольно глубоко укоренившееся мышление. Возможно, таким людям нужна терапия, но это не входит в обязанности BTS. На днях Чимин анонсировал релиз своего второго сольного альбома Muse, который выйдет 19 июля, что также вызвало предвкушение в преддверии следующего сольного релиза. Это объявление еще больше разожгло ажиотаж среди фанатов, повысив ожидания от очередного успеха в чартах. Несмотря на непрекращающиеся споры, способность BTS поддерживать актуальность и привлекать внимание аудитории по всему миру, даже находясь на военной службе, подчеркивает их беспрецедентное влияние на глобальную культуру. Неважно, усилиями группы или индивидуальными проектами, BTS продолжают предопределять границы успеха в музыкальной индустрии, даже находясь в физической разлуке. Самые целовательные носы. Этот приз вручается артисту, занявшему первое место в каждой категории в первом сезоне чарта K-Star. Тэхён и Уми, которые 3 месяца подряд, с января по март, становились получат этот приз. Второе место. Это так интимно. Каждый раз, когда вижу этот момент, ощущение, что наблюдаю за чем-то слишком уж личным. Найдите парочку. Ох уж это братская любовь. Извините, я не выдерживаю.
Первое место. Когда-нибудь я пойму, что же тут хотел сделать Чангук, но снова не сегодня. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения